Итак, друзья мои, всем доброго утра. Как видите, уже утро настало. В данный момент, даже вам покажу. 7 утра почти уже, без одной минуты. Я еще не отдыхала. Я как начала работать после обеда, потому что до обеда были определенные дела. Так вот до сих пор и работаю. Ну, естественно, иногда отвлекаюсь на домашние дела. Мой режим дня начинается таким образом, когда я утром встаю, начинаю выгуливать котов, собак, кормить их, естественно. И в эту обязательную процедуру, в этот ритуал дня, это прибрать дом. Это занимает у меня где-то час времени. Я стараюсь быстро. Я без этого не могу начать свой день. Если я не убрала дом, то у меня просто... Кстати, убралась это неправильно. Я помню вот до сих пор мою учительницу Ольгу Ивановну, и спасибо ей большое, которая научила нас правильно говорить. Не убралась, а убрала дом. Убрать дом. Хотя иногда ошибаюсь, конечно, как и все, но стараюсь говорить правильно, насколько возможно. Говорить правильно – это уважать твоего слушателя. То есть стараться правильно выражаться, правильно выражать свои мысли – это уважение к людям, которые тебя слушают. И вот я правильно выражаюсь. То есть уборка дома обязательно, а потом начинаю заниматься делами. Мне иногда чувство вины, потому что я близким людям не могу уделить столько внимания. Вы знаете, это у меня в крови. У меня вообще вся семья – это трудоголики. Моя бабушка, мамина мать, вставала в 4 утра, доила коров, все там готовила, чистила, мыла, все по местам расставляла, и потом спешно шла на уроки. Она работала учителем всю жизнь, учителем грузинского языка и литературы. И однажды бедная женщина настолько уже заработала, что в фартуке и в резиновых сапогах пошла в школу. И в учительской увидели, посмеялись учителя, дали свою обувь. Вырастила она 5 детей, всем дала образование. Точно такое могу сказать о своей бабушке по отцовской линии. У нас гектары земли, и вы не представляете, насколько они безупречные. Наши огороды, сады, все было как положено, все посажено, все почищено, от сорняков убрано. Там просто идеальная красота, чистота, и хозяйство все у нас было, и куры, гуси, индюки, и чего только нам. И всегда у нас было все чисто. У меня мама вставала в 5 утра, подметала двор, все это очищала, все по местам расставляла, убирала, все, что возможно, тоже одевалась и быстренько в школу. Работала она заучем по воспитательной работе. Я просто вот впитала в себя с малых лет вот это вот работать, много работать, только тогда будет результат. Моя сестра, которая врач, день и ночь, я сколько ее помню, она то систему ставит, она то на массаж ездит, потом училась на косметолога также, потом ногти научилась делать. Не знаю, когда мне просто говорят люди, что вот что делать, работы нету, вот ничего нету, я просто удивляюсь. Для нас не существовало, знаете, кризисных лет. Для нас не существовало кризисных 2000-х годов.
не было понятия «нет работы». Я это вообще не понимаю. Кругом одна работа, поверьте мне. Было время, когда я ужасно не хотела заниматься магией. Действительно, мне было тяжко. Я хотела обычной человеческой жизни. Я понимала, что, занимаясь магией, я не смогу нормально создать семью, и будут измены, будет предательство. Потому что всех, кто мешает тебе работать, гонит из твоей жизни. Хотелось бабского счастья. Смешно, конечно, но хотелось тогда. И я просто находила работу, когда люди вот так сидели, лежали на диване и ревели, мол, ну, работы нету нигде. Вы знаете, дорогие друзья, я просто заходила в музей. Здравствуйте, а у вас есть работа? Экскурсовода, не знаю, секретаря, какой-либо. Они просто сначала удивлялись, вот такой вот натиску, а потом там, ой, Вера Петровна, а у нас есть вот вакансия? Вот она смотрит, ой, у нас есть вот, а вы бы не согласились вот хотя бы на время там испытательного срока? А потом, естественно, оставляли, потому что я нравилась. Я вела экскурсии, приходили дети, школы там и просили. А вот там девушка вот с черными волосами, все хвалят, что она ведет интересные экскурсии. А можно она у нас будет вести? Конечно же, начиналась зависть, начиналась ненависть, козни ставили. Точно так же и в любую школу заходила с дипломом. Здравствуйте, я учитель истории. У вас есть вакансия? Обязательно есть, потому что кто-то собирается на декретный отпуск. Ой, вы знаете, через 3 дня вот у нас на декретный как раз ищем замену. Кто-то еще. Нету понятия «нет работы». Есть понятие «не хочу работать». Вот и все. Так что вот этот вот, знаете, вот эта любовь к труду, это у меня с детства. Я что видела, чему меня учили, не так прям сажали и говорили, надо работать. Нет, они сами работали, я смотрела на это, училась. Кто на что учился, друзья мои? Мои бабушки, дедушки работали день и ночь. Они то в колхозе в этом работали, и в огороде успевали, и дом строили. У нас все было в порядке. Вы знаете, как нелегко это сельское хозяйство, эти гектары земли, эту кукурузу сажать, убирать. Это нужно за этим всем ухаживать, оно все высохнет. Потом это все очищать, за виноградом следить. Виноград, который вот этот на беседке растет, то есть это называлось Одесса, сорт черного винограда, винный виноград. За ним надо ухаживать, его вовремя надо стричь, называлось, то есть лишнее убрать. Нужно было прыскать этими ядохимикатами, чтобы их не съедали черви, там всякие насекомые. Очень много работы, все это коровы, гуси, куры, козы, все это нужно было обеспечивать, на зиму им еду, идти траву косить и прочее. То есть мы все работали с малых лет. Нас приучали к этому. Нас никто не заставлял, не бил. Просто говорили, мы сегодня идем там копать огород, мы сегодня идем фасоль сажать. И мы все дружно утром вставали в 6 утра, шли, нам еще нравилось, нас еще поощряли. Вот сейчас выкопаем, потом будем смотреть, чей фасоль быстрее вырос и так далее. Понимаете, вот... Поэтому я знаю только одно в этом мире. Хочешь подняться, нужно работать. И очень много. А потом это любишь, ты без этого не можешь. Я не могу долго отдыхать. Я не понимаю, что такое 3-4 недели поехать куда-нибудь. Не могу. Ну, максимум там, 4-5 дней максимум. Я уже не могу, я страдаю. Я отдыхаю, когда работаю. Всему есть свое время. Делаю время по тихий час. Да, я тоже могу выйти куда-нибудь, потому что это мне нужно набраться энергии. Я устаю дома, устаю. Это вертеться сутками в отрицательной энергии. Мне же никто не пишет, ой, у меня день рождения, там, у меня свадьба, приходите. Мне же пишут, у кого-то несчастье, отправляют видео там с больными детьми, у кого-то парализовало. Представляете, это
очень много отрицательной энергии, которую ты через себя пропускаешь. Плюс эти твари всякие, которые там одно снимут, какую-то гадость, какую-нибудь ересь придумывают, предательство людей, которым ты помогла, и люди без стыда и совести стоят, лгут о тебе вообще. Это все, вот это все напряжение, да, ты не обращаешь внимания, ты сильный человек, ты идешь вперед. Но в любом случае это же, пропитывает со всех сторон. Тебе нужно это скинуть, очищать себя, свою энергию, чтобы обновиться. И самое неприятное, что у тебя нет столько времени, сколько у этих паразитов, чтобы сесть, заняться ими. Один раз займешься, опозориться на весь мир. Потом некоторое время опять расслабляются, видят, что вроде бы нормально. Потом снова бьешь, потом... Настолько нет времени, чтобы вот столько свободного времени, как у этих товарищей, что, естественно, ты понимаешь, на что тратить время, преследовать этих существ, которые вообще ничего себе не представляют и никакой опасности, гавкают, и пусть гавкают, все равно они ничего не добиваются. Или дать какой-нибудь хороший ритуал и работу людям, и как бы помочь, и над книгой работать, и с людьми работать. Это же не с воздуха тебе говорят спасибо и бриллианты дарят. Это же не просто так упало, понимаете? Это спасенные судьбы. И это твое время. Я на днях вытащила человека, я не буду говорить, если она захочет, сама расскажет. Вытащила женщину и с того света, можно сказать. И вы знаете, у меня не было сил. Я вот сегодня написала, сказала, что я, если вы не против, отвечу завтра. У меня просто для ответа не было сил. До такой степени я выжатая была, потому что это отнимает определенную, энергию. Вот когда люди не понимают, почему меня любят, я еще раз хочу им сказать, когда вы встаете, вы думаете, какую гадость еще сделать человеку полезному, ненужному. От вас никакой пользы нет цивилизации, абсолютно, кроме вреда. Но вы полезному человеку хотите сделать гадость и думаете, чтобы еще грязные, такое лживые придумать, чтобы как-нибудь задеть, что-нибудь да сделать. А я, когда просыпаюсь, я вам говорю честно, у меня нет ни одной мысли кому-то сделать дерьма, про кого-то гадость снять, что-то придумывать, задницы. У меня только одна мысль. Как бы мне распределить это время сегодня, чтобы успеть людям еще что-то полезное подарить. Еще жизни не хватит, магия многогранна, огромна. Жизни не хватит все, что возможно подарить и отдать людям. Вот на 10 жизней даже запаса у меня вот так хватит знаний, чтобы дарить. И сколько я живу, вот на все это время у меня будут все новые сильные работы. И я вам даю слово, если мне отведено определенное количество лет жизни, то я просто побью рекорд по книгам. Я себе дала слово, что я больше внимания буду уделять своим книгам, чтобы оставить людям как можно большое наследство. Но кто оценит, кто не оценит, твари были тогда и сейчас есть. Это не об этом сейчас речь. Речь о том, чтобы оставить человечеству большое наследие их детям, внукам и так далее, хорошим людям. Вы спрашиваете, почему я не останавливаюсь, невзирая на неблагодарность людей, на лживость людей. И после помощи, когда люди такую вот грязь могут лить, их немного, их всего 10-15 человек, дорогие друзья. Их немного, на самом деле. Просто такие вот люди, они слишком громкие и вонючие. Понимаете, от них грязи много, поэтому они запоминаются, собственно говоря, то есть их слышно. Скромные люди взяли, поблагодарили и тихо живут. А от этих вони много. Поэтому и когда ты привыкаешь к благодарности, особенно остро ощущается вот эта вот неблагодарность, людская лживость. Вот почему я, невзирая на все это, все равно продолжаю свою линию. Потому что, во-первых, я не малодушный человек, чтобы из-за каких-то дурных существ поставить крест на все, что я начала. И, во-вторых, хорошим людям в этом мире и так никто не помогает. И было бы несправедливо, если бы они пострадали из-за вот таких
Потому что у этих как раз такая цель – остановить и сделать так, чтобы людям достойным ничего не досталось в этой жизни хорошего. У подлецов именно такая цель – остановить тебя, чтобы все пострадали. А вот и нет, этого не будет. И запомните, талантам надо помогать, бездарности прорвутся сами. Слышали? Вот и все. Так вот, крадники как раз к этому пришли. Когда человек работает, делает, у него получается, он хорошо одевается, хорошо ест, хорошо ходит там, куда хочет, да, ездит на хорошей машине, живет в своем доме и так далее, никто не спрашивает, как это все тебе далось. Может быть, там 20-30 лет к этому шла, и вообще никого не волнует. Закулисную жизнь никто не видит. Видят уже достижения. И, естественно, начинается зависть, ненависть. Если этим людям предложить поменяться вот это местами и сказать, вот пройди вот это, то, вот это, и это, потеряй то, вот пройди через ад предательства, через боль, через нищету, через голод, через болезни, через борьбу, через преследование, и у тебя это будет, он скажет, да ну, нет, конечно, и мне это не надо. Но то, что они видят, вот это готовое, они уже думают, ну, вот у нее есть, а почему, а чем заслуживает и так далее. Начинается зависть. Конечно, более сильный крадник этим вы не снимете. Есть там крадник, например, жизни. Есть такое, ну, обмен называется, когда скидывают на тебя болезнь очень серьезную, и ты болеешь, а человек выздоравливает. Если это крадник судьбы, если это крадник жизни, судьбы, удачи, более сильной работы, вы не снимете, сможете смягчить. Но если это зависть, если это, ну, знаете, насланная такая энергия зависти, или кто-то что-то нашептал, пусть твое будет моим. Ну, такие вот крадники средней тяжести, скажем, даже не мелкие, а средней тяжести, если так сравнить, грубо говоря, вы можете этим снять. Особенно эти крадники у людей, которые общественные, которые на виду. Друзья мои, вы можете в шубе, красиво одеты, выйти из дома, дойти до машины и просто упасть на ровном месте, сломать себе лицо, я не знаю, зубы, нос. И такие случаи у людей бывали. Человек поделился, сказал, что вот повысили вот меня на работе повысили, подруга, ой, поздравляю, как хорошо, у самой сверкнули глаза от злости, ой, обнялась, поцеловалась. Та, ну все, мне пора, а то я не успею. Вот она повернулась, пошла, и та в окно что-то ей сказала в спину. И она попала в аварию, и 3 месяца лежала в больнице, и шеф передумал, и дал эту должность другой. Понимаете? Вот такие вот крадники, когда вы чувствуете, что у вас... Вот вы продавали, что-то тормознулось, вообще непонятно почему. Потому что рядом женщина сказала, ой, там... Люсенька, Машенька, как ты хорошо продаешь, вот ты молодец. Или там какая-нибудь бабка на улице сказала, ой, такая красавица, все при тебе, и такая одетая вся, и такая сякая, и все, ты приходишь домой, у тебя голова болит, тебе нехорошо, тебя тошнит, прямо рвет. На следующий день какие-то неприятности, потом еще какие-то, потом проверки начинаются и так далее. Не обязательно, чтобы человек прям вот так в лицо сказал, там, тебе пожелал чего-то нехорошего. Иногда человеческая зависть внутренняя, вот эта, она может сломать, просто остановить все. Отнеситесь к этому серьезно. Это не менее серьезно, поверьте мне, чем более сильные порчи. Потому что людям кажется, что вот с глаз там такой крадник удачи, пожеланий, ну, вот так вот по мелочи. А вы знаете, есть люди, которые от сглаза и от всего просто погибали. Когда человек что-то там желал и попадали в аварию, становились инвалидами. Люди расходились. Достаточно пойти кому-то сказать о своей семье, поговорить и так далее. И через некоторое время дома целая ссора начинается у кого-то, понимаете? То есть вот есть такие моменты в жизни. И запомните, что бы ваши враги не делали против вас, самая главная победа, знаете, как апостол Петр сказал, судите их по плодам их. Люди могут кричать о том, что у них все хорошо от тебя, а ты там, вот они тебя победили, но когда ты видишь, что у этих людей, кроме злобы, больше никаких достижений в жизни нет, то это значит, что у них все плохо.
А если ты достигла определенной вершины, ты уже победила этих людей. Не обязательно, чтобы эти люди в гробах лежали. Достаточно видеть на их пустую жизнь, посмотреть. Но иногда отсекать от себя этих вот людей, их ненависть, зависть и так далее. Соль. Соль такой весьма интересный материал. Вообще в магии все интересно. Один и тот же ингредиент может быть использован как в порче, так и в чистке. Один и тот же цвет может в одном направлении магии быть любовной магией, да, то есть в любовном направлении, а в другом направлении магии это может быть месть, кровь и так далее. То есть в магии все разнообразно, все зависит от заговора. Заговор – это как цель, это как задать цель силам. Здесь у нас с вами использованы 3 силы – Азерак, Сиак, Абисак. Это духи судьбы или духи справедливой судьбы, которых призывали для того, чтобы очистить что-то плохое, убрать или остановить какую-то гадость в жизни и так далее. Далее, соль, поскольку доказано издревле, что соль втягивает в себя не только плохое из продуктов, но еще и отрицательную энергетику. И соли очень много чистили людей. Значит, если практик проводит для человека это, естественно, практика своей энергии, она сильнее будет. Значит, он держит над головой, он сам, человек, держит над своей головой вот эту соль. И практик вот этими ножами, солью и воском над его головой это проводит. Если вы сами снимаете, это можно всем сделать. Но я еще раз говорю, есть ритуалы, которые практикующие тоже могут с вами провести. У них получится, потому что здесь уже и ключи, и все есть. Ничего не нужно не добавлять, не придумывать. Если уже вы, то вы сами это делаете. Я вам буду рассказывать и показывать, как это делать, чтобы долго, в общем, мы с вами тут не застряли. То есть, смотрите, сначала берете ножи, читайте, вот, держа ножи таким образом, и все время вот как будто точите ножи. То есть вы читаете, отсекаете вот этот коротник и зависть, а потом накаляйте над огнем, то есть сжигайте то, что сняли. Откладывайте в сторону, начинайте капать воском. Потом снова ножи берете, начинаете читать и снова воском начинаете капать. Делать нужно 6 раз. 6 или 13. Впереди восковые свечи. Когда все это сделаете, накалите ножи, отложите в сторону некоторое время, ими не пользуйтесь. Да, ножи можете, то есть купить в любой день, неважно, но не берите сдачи или картой расплатитесь. То есть отдайте или ровно, или не берите сдачи. Воск обычный, белый воск. Значит, сколько вам нужно свечей, там определенное количество, насколько вы будете вот это все проводить. В конце это все, потом, значит, воск и свечи берете, сыпите в одну, то есть в один платок или черную материю, можно даже свою старую майку. Завязывайте узлами, относите на перекресток, кладете под дерево, положите рядом 6 монет, говорите: откупаюсь и дороги свои открываю. Повернитесь и уходите. Теперь, что здесь важно? Сейчас помню, уже забыла. Ну, давайте по ходу будем помнить, вспоминать. Значит так, берете ножи. И начинайте. Великая сила, приди на помощь. Я призываю духов. Придите, Азерак, Сиак, Абисак. Огнем порчу сожгите, острием отсеките. И солеными слезами наславшему верните. Острием крадник и черную зависть рублю. Всякий с глаз сгублю. Далее. Сталью срубаю, каленой властью стали все ненужное, наведенное, насланное очищаю, отсекаю. Вот так сказали, накаляйте,
один раз. Положите рядом. Берите свечу, зажигаете и начинаете капать на соль. Теперь вторая часть. Воском зависть лейся, воск тает, зависть и крадник черный исчезает. Воском снимаю, в воске зависть закрываю, наславшему возвращаю. Сталь, закаляйся, крадник, отсекайся, моя удача, назад возвращайся. Или ко мне назад возвращайся. В принципе, одно и то же, но если вы хотите прям четкости, переживайте, можете ко мне назад возвращайся. Заклято. Так, капаем эту свечу. Начитали один раз и до конца накапайте эту свечу. Почему здесь крадник и зависть вместе? Потому что крадник делается из зависти, как правило. Да, есть и определенные цели, там, украсть и себе присвоить, но изначально корень этого зависть. Вот почему есть у нее, вот у нее и хочу отобрать. Понимаете, изначально, как правило. Бывает, скажем так, хладнокровное решение так вот забрать. Но опять же зависть. Человек, который не интересен, не нравится, который не попадает в поле зрения завистника, у него ничего не крадут и не присваивают. Свеча может просто, как бенгальский огонь. Поэтому рядом держите на всякий случай всегда бокал с водой. Я уже объясняла, что в таких ритуалах подобные лярвы, которые цепляете вы на себя от таких людей, не всегда хотят уходить. И они как бы воюют с огнем, и огонь становится прям злой. Так. Станет легче сразу же. Даже если у вас сильный крадник, в любом случае какая-то часть этим снимется. Вам легче станет, это определенно. Еще раз. Великая сила, приди на помощь. Я призываю духов. Придите, Азирак, Сиак, Абисак. Огнем порчу сожгите, острием отсеките. И солеными слезами наславшему верните. Острием крадники черную зависть рублю. И всякий с глаз гублю. Далее, чтоб не ошибаться. Сталью срубаю, каленой властью стали. Все ненужное, наведенное, насланное очищаю, отсекаю. Так, закаляйте. Берете свечу. Сами себе над головой точить ножи нельзя. Потому что даже практик, когда проводит, он точит нож вот над этим вот емкостью соли, не над головой. Воском зависть лейся. Воск тает, крадник и черная зависть исчезает. Воском снимаю, воски зависть закрываю, наславшему возвращаю. Сталь закаляйся, крадник отсекайся, моя удача ко мне назад возвращайся. Заклято. Так. Заодно и увидите, есть ли на мне зависть, и злость, и ненависть, и желание меня сожрать. Боюсь, что есть, и очень много. Эти свеча аж чернеет и трещит. Вот так вот. Работать никто не хочет, только грязные языки точат. Но зато результат их злит.
Это у меня Зена храпит. Во сне с кем-то воюет, просыпается. Так. И давайте прочтем еще раз. Великая сила, приди на помощь. Я призываю духов. Придите. Азирак, Сиак, Абисак. Огнем порчу сожгите, острием отсеките, и солеными слезами наславшему назад верните. Острием к роднике черную зависть рублю, и всякий сглаз гублю. Сталью срубаю, каленой властью стали, все ненужное, наведенное, насланное очищаю, отсекаю, и воском зависть. Ой, все, извиняюсь, запуталась. Далее воск. Все правильно, только воск надо зажечь. Так. И воском зависть лейся. Воск тает. Родник черный исчезает. Воском снимаю. Воски зависть закрываю. Наславшему возвращаю. Сталь закаляйся, родник отсекайся, моя удача назад возвращайся. Заклято. Все, дорогие друзья, на этом прощаюсь с вами, потому что у меня садится, то есть, заканчивается память. Отсекайте, очищайте свою энергетику и не обращайте внимания на завистливых людей. У них никогда ничего не получится. У зависти пустая энергия. Зависть их же сожрет. Но возвращать это все обратно и очищать свою жизнь от этого дерьма нужно, важно и необходимо. Всем удачи. А эффект вы сами увидите, как, впрочем, от всех других ритуалов.